Произошел круговорот капитанов в Готей 13. Один капитан ушел, а второй пришел. 29-я серия аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война» наполовину состоит из новых, уникальных для аниме сцен. Но на этот раз нам показывают не филлерный бой, как в прошлой серии, а громадное количество лора и исправление сюжетных косяков манги. Ну а я, как обычно, буду пытаться разобраться в новом контенте и сравнивать две версии сюжета. А с вами Steel. Вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А начинается серия очень резко. Укитаки объявляет, что может занять место короля душ. Это, конечно же, было в манге. Правда, пусть вас не смущает то, что в манге Укитаки ходит по какой-то жидкости. Если вы помните мой прошлый ролик, все сцены сильно перемещены во времени, и технически только к середине серии придет Юшира и скажет, что приготовления завершены. Ключевая разница между двумя медиа в том, что в манге Укитаки рассказывает текстом то, как его родители молились Мимихаге о спасении его жизни, и о том, что он был готов отдать жизнь за Готей, если это понадобится. Сильный момент, соглашусь, но в аниме это все не рассказывают, а показывают. Ведь так и должно работать визуальное искусство. Почти половина серии отведена под флешбеки Укитаки, и нам показывают сразу 3 погибших персонажей, давя на ностальгию, попутно закидывая удочки к будущим событиям. Но обо всем по порядку. Флэшбэк начинается с того, как родители Укитаки молятся неизвестному божеству по имени Мимихаге, которое на самом деле является правой рукой короля душ. Вы же помните, что его расчленили и за ниточки подвесили? Ну так вот, видимо, на задворках Рукангая кто-то обнаружил, что эта рука творит чудеса, и сделал для нее храм. Мимихаге принимает молитву отчаявшихся родителей и проникает в тело маленького Джошера, где встречается с ним в его внутреннем мире. Так мы узнаем, что внутренний мир Укитаки подозрительно похож на то, что было до создания 3 миров, то есть на изначальный океан. Значит ли это, что внутренний мир у Укитаки настолько же спокоен и нерушим, как этот самый изначальный океан? Просто сравните его с внутренним миром Ичиго, где то небоскребы, то залило все по самые крыши. Может быть, именно поэтому правая рука короля, отвечающая за стабильность, и выбрала Джушера как свое вместилище. Ладно, оставлю СПГС кому-нибудь другому, например, вам. Можете написать в комментариях свою интерпретацию этой сцены. В любом случае, Куба ни за что бы не стал добавлять в финальную версию сюжета что-то неважное. Дальше в серии нам показывают жизнь молодого Укитаки в Рукангае. Вполне себе обычная сцена из какого-нибудь филлера. Даже персонажи тут не именные, просто какого-то хулигана избила старая бабка. Но этой сценой Куба показывает, что Укитаки всегда был таким, который не будет открещиваться даже от не самых высокоморальных людей. Джушера предупредил хулигана, чтобы тот не связывался с бабкой, потом предложил ему стать шинигами, а в конце даже пожал ему руку, причем это подсвечивается. После толчка мальчик перехватывает большой палец хулигана. Нам показывают его испуг, ведь в таком положении сломать палец проще простого, но Укитаки перехватывает руку дальше и крепко пожимает. Заметьте, пожимает левой рукой, ведь в дальнейшем он будет пользоваться 2 мечами, следовательно, у него развита и левая рука тоже. Что странно, Киараку тоже владеет 2 мечами, и нам прямо говорили, что он амбидекстер. Но вот что Укитаки тоже амбидекстер, например, я узнаю впервые. Тем не менее, когда он откашливает кровь, то придерживает рот наоборот правой рукой. Короче, непонятно. Но флешбэк прерывается сценой, где Киараку отпирает Мукен и говорит, чтобы Укитаки не переусердствовал. Этой сцены, очевидно, тоже не было в манге. Опять возвращение во флешбэк, на этот раз в юность 2 друзей, и то, как они познакомились в дадзё Ямамото. И тут нам показывают сразу 3 умерших персонажей: самого Ямамото, Унахану и Сасакибе. И это чистый фан-сервис, нужный, чтобы вызвать у зрителя чувство ностальгии. В общем, у Укитаки с Киараку завязывается дружба, совместные прогулки, посещение семей и так далее. Лор же начинается тогда, когда Укитаки решает рассказать другу о том, почему он выжил. И в аниме нам сильно раньше, чем в манге, рассказывают, что правая рука короля душ отвечает за стабильность, а левая за прогресс. В манге нам об этом повествует Майюри, который где-то это вычитал. Мы, конечно, верим в его гений, но теперь эта информация привязана к куда более авторитетным персонажам. Следующая часть флешбэка происходит после смерти лейтенанта Каена. Укитаки стоит перед советом 40
46 и буквально копирует сцену из 8 серии, в которой Киараку точно так же вербально доминировал, выбивая себе 2 лейтенантов в помощники. Надеюсь, это Сюнсуй так повлиял на Джошера, а не Куба решил применить один и тот же прием. Весь этот флешбэк очень теплый и ламповый. Нам показывают, как 2 взрослых мужчин просто сошлись характерами и поддерживают друг друга. После смерти Каена Киараку поддерживает друга и говорит, что ему еще рано умирать. После смерти же старика Ямамото на Сюнсуя взваливается огромная ноша. И этот небольшой разговор 3 капитанов просто офигенный. Я не знаю, в каком переводе вы смотрите и насколько он качественный, поэтому я приглашаю вас прийти через 2 часа после выхода этого видео на стрим на Twitch, где мы посмотрим Блич вместе. Там я и расскажу, чем этот диалог хорош. После чего Унахана 1 на 1 прощается с Укитаки, и он говорит самую важную фразу всего флешбэка: «Мы скоро встретимся». Мангаридеры, услышав ее, просто плачут от счастья. Обычно я стараюсь не спойлерить в своих видео, либо спойлерить так, чтобы было непонятно, но интересно. Сейчас же я хочу спойлернуть от души, поэтому когда в видеоряде снова начнется аниме, спойлеры закончатся. Итак, Укитаки говорит о том, что все души уровня капитана попадают в ад, и там он встретится с Унаханой. Он знает, что скоро умрет. Он знает, куда попадет. Он боится этого, но все равно его долг и долг Унаханы превыше. И как же круто это подано одной фразой. Куба в аниме заранее подготавливает этот поворот сюжета, а значит, арки ада быть. А значит, он начал ее рисовать. Мне достаточно. После флешбэка Укитаки рассказывает про ритуал Камикаке. Про то, что он отдает все свои органы Мимихаге, чтобы он воплотился и прекратил разрушение 3 миров. Это все идет по манге, но здесь добавили новые фразы. Во-первых, Укитаки прощается с Рукией, а во-вторых, вспоминается 2 типа сражений: бой во имя жизни и бой во имя чести. Укитаки отдает свою жизнь, и никто не имеет права ему перечить, точно так же, как и Киараку, который ставит свою жизнь на кон, подходя к Айзену. Так кончается первая половина серии. Поэтому напоминаю вам, что если вам нравятся мои видео, то, пожалуйста, поддержите меня подпиской на Boosty, и вы получите ранний доступ к новым видео, реакциям на аниме, прохождением тайных игр. Да даже это видео подписчики на Boosty увидели на несколько часов раньше. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Дальше в аниме нам снова показывают дворец короля душ и то, как Ичиго пытается драться против Яхвы. Эта сцена была в манге, правда перед жертвой Укитаки. Я уже не раз говорил, что все сцены в аниме перемешаны, поэтому в манге Ируичи натягивает вокруг Яхвы струны для того, чтобы дать Орихиме время добежать до короля и восстановить его своей силой. В аниме же, как вы помните, струны были моментально сожжены, поэтому Юруичи посылает Орихиме бежать под прикрытием Ганзю и Чада. Юруичи в аниме, похоже, знатно поглупела. Кстати, помните, как сильно Айзен хайпил силу Орихиме? Говорил, что это сила бога, способная отрицать реальность. Но когда нужно восстановить некое подобие бога, ее сила дает осечку. Хотя о чем это я? Она даже дыру в груди Ичиго не смогла заделать. А тут целый король душ. Короче, совсем не по плану Айзена. Зато все по плану Укитаки, который выпускает Мимихаге, и он стабилизирует все миры. Зато в аниме зрителю дважды сказали о том, что Яхве не увидел приближение Мимихаги. В манге об этом говорит сам Яхве, в аниме же и Яхве, и Йоруичи. Вы правильно поняли, Яхве видит будущее, но не все. У его силы существуют ограничения. Я могу сейчас сказать только про то, что Яхве не видит короля душ и части его тела. Очевидно потому, что король — существо куда более древнее и сильное. Не в плане Риацу, не путайте. Во флешбеке Яхве не видел прихода Ичибея, ведь в его теле была левая рука короля душ. Ей же Ичибей и заблокировал Алмайти.
Поэтому он также и не видел, что делает другая рука, сидящая в теле у Китаки. Отчасти поэтому не было ни одного Штернриттера, посланного, чтобы убить Джошера. Кстати, судя по всему, из аниме вырезана эта страница, в которой Яхве в бешенстве кричит на Мимихаге, а тот будто бы улыбается своим единственным глазом. Дальше в аниме Сайфон прагматично спрашивает, насколько у Китаки хватит. А Урахара говорит, что не знает. В манге он предлагает открыть врата, и начинается паника из-за того, что для их открытия не хватает Риацу капитана Укитаки. В аниме же ничего этого нет. И Урахара просто говорит, что Риацу недостаточно, без объяснения причин. Оставшаяся часть серии посвящена разговору Киараку и Айзена в Мукене. Диалог и в манге выглядел круто, ведь они прощупывали друг друга, стараясь не сказать лишнего. В аниме же со всеми этими паузами он выглядит еще более роскошно. Он никак не изменился относительно манги, так что мне и сказать особо нечего. Разве что в аниме очень быстро скрыли то, что у одного из слуг распылило пальцы на атомы от Риацу Айзена. Такое ощущение, будто бы это была попытка, если не зацензурить, то хотя бы смягчить сцену. Ведь в манге есть отдельный фрейм того, как этот слуга смотрит на остатки своих рук, чего нет в аниме. Зато нам показали, как испаряются капли крови, так что буду считать это равноценным обменом. Как мне кажется, множество людей в комментариях под этой серией будут недовольны. Скучно, скажут они, полноценных битв не было, а среднестатистическому зрителю сёнэнов только это и подавай. Ему не нужны вайбы дружбы двух дедов, ему не нужны новые лорные моменты, только драки. Нельзя винить таких людей, сёнэны же в основном именно про это, но можно и нужно таких людей переубеждать. Серия отличная, я очень ей доволен, прикопаться практически не к чему. При этом добавили тонны новых сцен и лора. А как вам эта серия? Напишите в комментариях, я их читаю. А на сегодня все, всем удачи и всем пока. Ну а я, как обычно, буду сравнивать... Блять! Буду пытаться разобраться в новом контенте.